Уважаемые подписчики и гости моего канала, в сегодняшнем видео я буду решать проблему в двух инкубаторах, у миссоров и у лазиусов. Проблема в том, что вода в резервуарах закончилась и губки уже подсыхают. У миссоров мне нужно будет отрезать приклеенный горячим клеем резервуар и заменить его на новый. И в этот раз я буду его прикреплять клипсами для бумаги, а не горячим клеем, как было раньше. У лазиусов ситуация немного проще. Конструкция их инкубатора позволяет мне просто снять пустую секцию, как будто открываешь телескопическую антенну, и подсоединить новый полный резервуар с водой и зафиксировать его клипсами. Сейчас я выберу, какой из них подходит больше. Так, вынимаем вату. Тут у нас какая-то проблема с муравьем, надо посмотреть, что с ним. Я пока уберу его, а то он как-то плохо выглядит. Теперь приставляем шприц и закрепляем его. Муравьи получат доступ к свежей воде. С клипсами у меня небольшая проблема, их, конечно, нужно было подготовить заранее. Я имею в виду разогнуть металлические ушки, чтобы сразу присоединять их к конструкции. Ну ничего. Теперь, когда муравьи переберутся поближе к новому резервуару с водой, я просто отсоединю старый и закрою вход в инкубатор кусочком ваты. А теперь убираем лазюков в сторону и смотрим на полудохлого муравья, которого мы извлекли из инкубатора. Что-то не нравится мне. Усы у него как-то поскручивались, и похоже, что им уже действительно не хватает влаги в инкубаторе. Ладно, верну его потом обратно, может выживет. Но давайте приступим к миссорам. Я их изрядно потревожил ярким светом, пока готовил к съемке. Вот даже матка уже вышла на арену. Давайте покажу их поближе. Вот они, бедные, носятся по арене в панике. Вообще миссоры страшные паникеры. Стоит задеть стол, на котором стоит инкубатор, как они начинают носиться, как угорелые. Но не буду я их долго мучить, попробую сделать все максимально быстро. Накрою пока салфеткой инкубатор, чтобы яркий свет их не тревожил. Немного раньше я улучил момент и перекрыл проход к высохшему инкубатору ватой, когда там не было муравьев. Так что можно резать, не опасаясь, что муравьи сбегут в открытое отверстие. Вот так. Поскольку в высохшем резервуаре муравьи устроили склад продовольствия, я возвращаю зерна на арену обратно, а высохший резервуар и высохшую наногубку можно будет использовать потом повторно, просто добавив воды. Хорошо. А теперь мне нужно будет очистить горячий клей, прежде чем я смогу присоединить новый резервуар со свежей водой к этому шприцу. Итак, клей снят, и можно присоединять полный резервуар с водой клипсами. Подравниваем все, чтобы избежать щелей в соединении и муравьиных побегов. Ну а теперь пришло время убрать вату, которая закрывает вход в резервуар, и дать муравьям возможность исследовать новую территорию.
Эй, муравей, а ну-ка вернись на место! Конечно, после того, как старый резервуар пересохнет полностью и там не останется влаги совсем, муравьи сами перейдут в отделение с полным резервуаром. Но можно этот процесс немножко ускорить и помочь им с переселением. Я просто возьму яркий светильник и направлю свет на пустой резервуар, на резервуар, который почти высох. А второй, полный, который я только что добавил, затеню, и муравьи сами переселятся куда нужно. А вот так выглядит муравьиное переселение в домашних условиях. Всего лишь яркий свет и картонка. Дальше они делают все сами. На данный момент муравьи переместили основную часть расплода в секцию, затененную красной картонкой, но вы все еще можете заметить, как муравьи переносят последних куколок через арену в левой части экрана. Благодаря этому переселению я получил возможность подробно рассмотреть, как обстоят дела в гнезде. На мой взгляд, все выглядит довольно неплохо. В гнезде полно личинок и яиц, также много куколок. Но я думаю, что всю колонию скоро нужно будет отправить в гибернацию. Пожалуйста, напишите мне в комментариях ваше мнение о том, обязательно ли нужно укладывать миссоров в спячку на зиму. Беспорядок, который я сделал на арене во время ремонта, мураши, конечно, приберут сами в течение одного дня. Так что по этому поводу не нужно беспокоиться. И, как всегда под конец, предлагаю вашему вниманию более близкий взгляд на колонию миссоров с помощью моего USB-микроскопа. Надеюсь, вам понравится. На этих кадрах мы видим небольшой пакет яиц слева вверху экрана. Под ним личинки разных возрастов, а также куколки муравьев. Тут есть совсем новые куколки, они белые, а есть куколки постарше, и у них уже виден темный пигмент в глазах, а цвет сменился с белого на светло-коричневый. А вот и королева проверяет, все ли в порядке в гнезде. В гнезде, как водится, все в порядке, кроме того, что я их побеспокоил. Рабочие няньки рядом активно ухаживают за куколками, чистят их, переносят с места на место, следят за оптимальными условиями для развития деток. Личинки, конечно, тоже не остаются без внимания. Часто они получают целые кусочки семян, которые они с удовольствием грызут. А это так называемый солдат. Вы только сравните его размеры с более ранним рабочим, который держит в мандибулах кусочек семени. На самом деле, по большей части, функции этой крупной касты муравьев заключаются в перемалывании крупных и твердых зерен, с которыми не могут справиться их более мелкие сородичи, появившиеся на свет ранее. К слову, мы видели не самый крупный экземпляр из возможных. Когда количество муравьев в колонии увеличится, появятся еще более крупные особи. Измельченными и пережеванными в муку зернами миссоры кормят своих личинок и друг друга. Крахмал, полученный муравьями из семян, превращается в декстрин и затем в мальтозу, а после расщепления мальтозы получается глюкоза. Таким образом, муравьи получают необходимые для их жизни углеводы. Интересно, что миссоры могут выживать, имея в своем рационе только семена, но если мы хотим, чтобы колония развивалась быстрее, конечно же, необходимо добавлять и белковый корм в рацион колонии. Еще раз замечу, что миссоры, они же муравьи-жнецы, это муравьи-фермеры, собиратели, не агрессивные по своей природе. Ожидать от них яростных нападений на живой корм, который вы положите им на арену, не следует.
Хотя, как и другие виды муравьев, они могут постоять за себя и свою колонию. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Ставьте лазиусам и жнецам пальцы вверх или вниз. И не забудьте поделиться мнением насчет зимовки миссоров в комментариях под видео. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и не забудьте про колокольчик справа вверху, чтобы не пропустить новое видео. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!